Всем привет! Это канал Кэтрин Color Art. Я рада приветствовать вас у себя в гостях. Сегодня мы нарисуем несколько видов облаков в разной технике. Заранее я разделила лист бумаги на 4 фрагмента для будущих облачков. Сначала мы нарисуем облако по-мокрому. Хорошо смачиваем первый фрагмент листа. Набираем оттенок синего. Я взяла для этого обычный синий и немного ультрамарина. Наносим краску насыщенный с самого верха. Не обязательно закрашивать лист как валиком стену. Можно создавать уже заранее кистью имитацию движения облаков в небе. И плавно кистью растягиваем пигмент до самого низа, создавая градиент. Это плавный переход цвета от темного к светлому на горизонте. Промываем кисть и, используя сухую салфетку, просто убираем пигмент с тех мест, где мы хотим сделать перистые облака. И каждый раз, убирая пигмент, мы промываем кисть и вытираем ее о салфетку. Где-то облака будут яркими, заметными, а где-то будут едва кажущимися. Можно делать разнообразные движения кистью. Можно кончиком, можно боком кисточки. Эти облачка у нас подсохли. Начинаем второй вид облаков. Его мы будем писать также по-мокрому, но немного иначе. В первом рисунке были перистые, а здесь будут кучевые, немножко сердитые, с серым оттенком, но все же в ясный день. Беру также синюю, немного ультрамарина и берлинской лазури. Начинаем мы с ясного неба между облаками. Примерно очерчиваем контуры облаков. Можно добавить немножко акцентов сухой чистой кистью, просто убрать пигмент и таким образом сформировать часть облака. Делаем небо еще более насыщенным, пока краска не высохла. Контуры облаков и неба мы завершили. Дальше продолжаем писать тени на облаках. Для них мы берем индиго, добавляем туда немножко черной и синей краски. Пишем тени также по-мокрому, пока краска не высохла, чтобы не было четких граней. Берем не сильно концентрированный пигмент и наносим в те места, где должны быть тени. Они не обязательно должны лежать ровным сплошным слоем. Где-то они будут темнее, где-то светлее. Еще один вид облаков завершен. Для следующей миниатюры нам понадобятся другие краски. Берем желтую, добавляем туда золотистую. Также мы используем карминовую краску, немножко краплака и синюю. Добавляем туда берлинскую лазурь, если захотим. Смачиваем лист. Начинаем писать со светлых оттенков, которые будут на закате на горизонте.
Создаем такой же градиент, как и в первом случае, но только с помощью других цветов, снизу вверх. Где будет солнце, можно высветлить этот участок сухой чистой кистью. Пока бумага еще влажная, можно добавлять яркости краскам. Постепенно вводим цвет в красные оттенки. Для облаков создаем следующую комбинацию цветов. Берем красную карминовую, смешиваем с синим цветом, который у нас уже есть на палитре. И получается красивый фиолетовый цвет. Делаем тоненькие облака на горизонте над закатом. Я сделала немного синих вкраплений. Это участки облаков, которые находятся в тени. Сухой чистой кистью можно высветлить некоторые участки облачков, на которые падает свет от закатного солнца. А здесь у меня появился еще один необычный способ нарисовать облако. Краска наверху уже подсохла, и следующий слой расплылся необычным причудливым пятнышком. Так облака тоже можно рисовать. Акварель очень разнообразная, интересная, многогранная краска. У нее множество вариантов использования. И наконец-то четвертый наш эскиз. Для него я беру фиолетовый оттенок, смешивая его с помощью индиго, синих оттенков и карминовой краски. Этот рисунок мы пишем частично по мокрому и частично по сухому. Небо вокруг облака я пишу по мокрому, обходя примерно участок, где будет луна, то есть это источник света, который будет падать на наше четко очерченное облако. И грани облака я обхожу кончиком кисти, закрашивая все остальное пространство. Участок неба я уже не трогаю, потому что мне нравятся эти уже случившиеся акварельные потеки. Для теней на облаке я беру ту же самую комбинацию цветов и рисую их пятнами. Где-то светлее, где-то темнее, где-то больше синего, а где-то фиолетового. По мере отдаления облака от источника света оно будет темнее, и тени будут глубже.
Этот сеанс рисования облачков был безумно интересным для меня самой. Я поняла, что на самом деле существует огромное множество различных облаков. Облака бывают разных типов, бывают в различное время дня, бывают различные состояния погодных условий. И все это только малая часть нашей прекрасной природы планеты Земля. Наш этюд с облаками завершен. Торжественно снимаем малярный скотч. Было приятно творить для вас, друзья. Я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, а также нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Всем пока!